Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот пингвиненка. Данная игрушка получается в длину 25 сантиметров. Крылышки, вот такой вот симпатичный хвостик, ввязываются по ходу вязания, ножки, туловище и голова вяжутся одной деталью. Белая часть, вот эта вот, которая связана из Alize Soft, тоже вяжется одной деталью и потом пришивается к туловищу игрушки. Клювик и шляпка пришивные. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой игрушки. Для вязания пингвиненка нам понадобится 3 цвета плюшевой пряжи, 1 цвет не плюшевой пряжи и 1 цвет ворсистой пряжи. Итак, по порядку. На этот раз я буду вязать пингвиненку подружку, поэтому основной цвет у меня будет розовый Гималая Dolphin Baby. Нам его понадобится чуть больше половины мотка. Далее лапки и клювик я буду на этот раз вязать желтым цветом, и шляпка, которую будем вязать для девочки, будет оранжевого цвета. Бровки будут вышиваться вот полухлопок, это у меня черным цветом, и белая часть из Alize Soft. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок меньшего размера под номером 2. Им же мы будем вязать клювик. Нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная игла, швейная нить. Глазки на безопасном креплении у меня на этот раз будет в розовом цвете, размер 16 миллиметров. Ленточки, чтобы завязать на шее бантик, я на этот раз еще пока не определилась, какого цвета у меня будет. То ли вот такой вот розовый, то ли такой вот желтый, или вот такой вот цвет желтый. Посмотрим, когда уже до конца свяжем подружку этому пингвиненку. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Обращаюсь к новичкам моего канала. Перед началом вязания обязательно посмотрите 2 моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа» и второе вязальное видео «Шпаргалочка». Там вы много для себя найдете полезного, которое пригодится при вязании пингвиненка, а также и других игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания крылышек. Крылышки будут состоять из 4 одинаковых деталек. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем прибавочку, то есть в эту петлю провяжем 2 столбика без накида. Вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Первую петлю вяжем одну прибавку, во вторую петлю вяжем 1 столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В первую петлю вяжем одну прибавку, далее вяжем 1 столбик без накида и в последнюю петлю одну прибавку. Воздушная петля, разворот вязания. Также в первую петлю вяжем одну прибавку, далее вяжем 3 столбика без накида, в последнюю петлю вяжем одну прибавку. В этом ряду у нас должно получиться 7 петель. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, следующие
8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Итак, вяжем 8 рядов без изменения. Провязали. В следующем ряду в начале ряда делаем одну убавку, то есть провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в конце ряда вяжем еще одну убавочку. Воздушная петля и разворачиваем вязание. Также в начале ряда делаем одну убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида и одну убавку. Далее ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Первая часть одного крылышка связана. Вот эти вот хвостики я протянула между стеночками петель, чтобы они не болтались и не мешались. Далее вяжем точно такую же вторую часть, и здесь ниточку мы не обрезаем. Прикладываем две части друг к другу и сделаем присоединение по краю столбиками без накида. Ниточку сильно не натягивайте рабочую, чтобы не стянуть детальки. На этом кончике крылышка, прям на уголочке, в одну петлю провязываем 2 столбика без накида, чтобы кончик был заостренным. То есть вот тут вот на конце делаем прибавочку. Далее повторяем по столбику без накида. По этому краю провяжем 3 столбика без накида. У нас должно получиться 3 петли, за которые мы потом будем крылышко привязывать к туловищу. Провязали. Далее берем вспомогательный крючок, крючок меньшего размера, делаем здесь соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь крылышка. Одно крыло у нас готово, второе вяжем точно так же. Вяжем хвостик. Берем пряжу плюшевую основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И повторим так еще один раз. 1 столбик без накида и 1 прибавочка. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2
плюс 1 прибавочка. И также повторим еще один раз. 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, плюс 1 прибавочка. И повторим так еще один раз. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавочка. Повторим так еще один раз. Провязали, далее складываем наше вязание пополам и провяжем вместе 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. На конце тут 3 петли, и последний столбик я провяжу крючком меньшего размера. Сначала подхвачу 2 петли, которые находятся друг напротив друга. Далее заведу крючок в крайнюю петлю сверху, снизу выведу, захватываю рабочую нить, вывожу. На крючке у меня 3 петли, провязываю их вместе. Далее ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь хвостика пингвинчика. Хвостик готов. Далее свяжем с вами клюв. Берем плюшевую пряжу в цвет клюва, вспомогательный крючок, то есть крючок меньшего размера, чем наш основной, и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду провяжем 6 прибавочек, то есть провяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Провязали. В конце вяжем соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Клювик готов. Далее свяжем с вами шляпу для мальчика, а потом будет и для девочки. Схемы будут немного отличаться. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет шляпы для мальчика, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 7 и 8. В следующем ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующем ряду провяжем 8 прибавочек.
Вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Здесь новый ряд можно отметить маркером. И в следующем ряду мы провяжем 16 столбиков без накида за перегородки между петлями. Как мы это делаем? Берем наше вязание, вот так вот держим ребром, заводим крючок. Вот у нас получается вот это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Заводим наш крючок с изнаночной стороны в первую петлю и вывели на лицевую сторону. Далее вот идет у нас вторая петля, крючок мы заводим во вторую петлю с лицевой стороны и выводим на изнаночную сторону. И вот у нас на крючке перегородка между первой и второй петлями. Подхватываем рабочую нить и провяжем первый столбик без накида. Далее заводим крючок во вторую петлю с изнаночной стороны. И нам нужно будет, так, это первая, вот она вторая. Вот, заводим во вторую петлю с изнаночной стороны, вывели крючок на лицевую сторону. Далее у нас идет третья петля. Заводим крючок, также выводим на изнаночную сторону. И вот у нас теперь перегородка между второй и третьей петлями. Провяжем второй столбик без накида. Далее заводим крючок в третью петлю с изнаночной стороны, выводим на лицевую, захватываем петлю четвертую с лицевой стороны, выводим на изнаночную сторону крючок. И вот у нас перегородка между третьей и четвертой петлями. Провязываем третий столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Последний 16 столбик без накида у нас будет вязаться за перегородку, которая будет разделять последнюю петлю этого ряда и первую петлю нового ряда. Сейчас мы туда дойдем, я вам покажу. Итак, дошла я до 16 столбика без накида. Как мы его вяжем? Заводим крючок с изнаночной стороны в последнюю петлю этого ряда, выводим на лицевую сторону. Дальше у нас идет первая петля нового ряда. Захватываем мы ее с лицевой стороны, крючок выводим на изнаночную сторону, и вот она перегородка между последней и первой петлями. И за эту перегородочку мы провязываем 16 столбик без накида. Новый ряд отметили, и следующие 4 ряда вяжем как обычно за обе стеночки каждой петли, и в каждом ряду по 16 столбиков без накида. Вяжем 4 ряда без изменения. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязать за передние стеночки. И провяжем так 16 прибавочек подряд. Итак, за одну переднюю стеночку провязываем по 2 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения, как обычно, за обе стеночки каждой петли и вяжем 32 столбика без накида.
Провязали, маркер можно убрать. Далее вот этот последний столбик, 32, его распустим. Возьмем вспомогательный крючок, крючок меньшего размера, провяжем 32 столбик без накида им, этим крючком, и далее сделаем соединительную петлю. Это делаем мы для того, чтобы плавненько закрыть этот последний ряд. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь вязания. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка в описании под этим видео. Итак, шляпка для мальчика готова. Теперь свяжем шляпку для девочки. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет шляпки для девочки, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. В следующем ряду вяжем 7 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд будем вязать за передние стеночки каждой петли. И провяжем так 14 прибавочек подряд. Вяжем за переднюю стеночку по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязать, как обычно, за обе стеночки каждой петли. И будем вязать так: 3 столбика без накида, 1, 2, 3, плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд провяжем без изменения. 35 столбиков без накида. Последний 35 столбик провяжем вспомогательным крючком, крючком меньшего размера, чтобы плавненько закрыть последний ряд. Итак, меняю крючок на меньший размер. Довязываю последний столбик без накида. Далее делаю соединительную петлю. Ниточку протягиваю и отрезаю, оставляя небольшой хвостик. Шляпа для девочки почти готова. Осталось привязать ленточку. Я пока выбрала такую вот прозрачную желтую. Возможно, я эту ленточку еще и поменяю, когда будет полностью готова девочка. Но пока остановилась на этой. Итак, бантик завяжем. Ну, я думаю, что сбоку. Будем ориентироваться там, где мы сделали соединительную петлю. Это будет у нас смотреть назад. И вот, значит, где-то вот здесь вот сбоку будет бантик. Зафиксируем. Протянем сначала один конец ленты. Получается вот так вот за столбиком. И в обратную сторону второй конец ленты.
теперь можно будет завязать бантик. Шляпа для девочки тоже готова. И продолжим уже наше вязание в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Пингвин». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!